Вот, а возвращаясь к Крыму, я хотел, Антон, наверное, в курсе, Да. потому что меня давно это мучает, я этот ответ знаю, мне хочется, чтобы ты озвучил. Да. По поводу крымских пирамид. Да. Расскажи, пожалуйста. Да ну, полная туфта, если честно говоря. Ну ты сразу все, ты хоть немножко... Откуда история, предыстория? Кто? У нас есть первооткрыватель, историю? Виталий Гох, доцент, умный мужик, кандидат технических наук, преподавал в Севастопольском военно-морском училище. Вышел на пенсию, друзья у него пенсионеры, дачники, все такое. Изобрели аппаратуру, которая якобы позволяет фиксировать под землей. Георадар. Да. Но вот тут палка о двух концах. Я вот лично встречался с людьми, которые в деле видели эту аппаратуру и говорят, да, ты знаешь, выдавала результаты, все, и подтвержденные, все очень серьезно. А с другими людьми встречался, да, они говорят, это обмотали там какую-то ерунду, связали проводками, вот тебе, пожалуйста. Короче, история такова. Он завил, значит, 7 пирамид, идут в линию, южнее Севастополя, вдоль южного берега Крыма, где Камышовая бухта начинается, там Фиолент недалеко. Фиолент рядом, Фиолент. там, да, Георгиевский монастырь, кстати, да, прочим. там были мы нашего друга Тарасовича Таврического там записывали недавно. Вот, в сторону Балаклавы, вот, потом там еще Красный Мак, Бахчисарайский район, очень такие схемы там, в общем, нарисовал. И на этой почве родилась у нас пирамидомания. Одна тетка наша, симферопольская, не буду называть фамилию, широко известная в узких кругах она, написала книжку там, в общем, ну, откровения пациентов там. Палаты номер 6. Номер 6, там такое почитаешь. В общем, ну, они туда ездили, там у них видение, там вот, Атлантида тут была, тут пирамиды, тут все. Ну, как говорится, в каждой сказке есть доля сказки, но факт то, что чем эта история закончилась. Значит, они в этом месте, где должна была находиться по всем этим расчетам и замерам этой аппаратуры, эта самая пирамида, начали копать котлован. Я туда лично приезжал, я этого Гоха знаю лично, там мы встречались, все. Копали, представляете, загнали котлован вот такой высотой выше этой комнаты. Да, раза в 1,5. И пусто. Пирамиды там не оказалось. Ну, они там натыкали. А главное же было как? Вот, когда еще они не выкопали котлован, а они говорили, да, вот она здесь, и они даже в нее залазили, там вырыли дырку, там спускались, там, говорят, яйца динозавров служили в качестве смазки этой кладки. Это ужас. В общем, там это кошмар. И в результате котлован оказался пуст. Ну, то, что находили, там зерновые ямы древнегреческие. Ну, это поверховое. Эти вот, да. Антон, встречный вопрос. Гох сейчас чем занимается? Да, в трауре понятия, сидит? я не знаю. Пирамид. Ну, он всегда найдет, что сказать в этой ситуации. Вот, типа, не там копали, да, как говорил Ельцин, не так сели, не там искали. Всегда же можно сказать, что... Да, ну, в общем, вот такая вот история. Антон, в продолжение. Я вот и на Мангупе был, и на других скальных городах Крыма. От некоторых исследователей и даже археологов я слышал, что вот то, ну вот, скажем, верхний пласт, по которому все ходят и любуются этими красотами, это всего лишь верхушка пирога. И что на самом деле скальные города Крыма имеют и подземные Да. этажи, их иногда сравнивают еще с турецкими подземными городами. Да, абсолютно верно. Я от очень многих людей эти истории слышал, про эти ходы, про эти переходы. Более того, я лично общался с женщиной, которая еще будучи девушкой, учась в школе, Бахчисарая города, их физрук, учитель физкультуры, водил. Они ходили там, и они входили, где Алимова балка, село Тургенево, по-моему, и выходили аж возле Севастопольской трассы, дорога на Севастополь, Бахчисарай, Севастополь, там, где доты были в войну Великой Отечественной. Да, проезжаешь по дороге. И где-то вот там они выходили.
Так она мне говорила, я там была, я все видела, эти ходы, переходы, на стенах какие-то надписи, мы там сходили, ну понятно, там с фонариками, там все такое. Долго-долго-долго, и вот эта вся толпа там ходила, представляешь, и это еще были вот... 70-е какие-нибудь там, Да, 60-е 60-е, да. А потом это все засыпали, все вот эти ходы. И более того, я даже у нас под Симферополем знаю про эти ходы, и мне старожилы рассказывали, крымские татары рассказывали, Нвирага, мой знакомый Бекиров, рассказывал, он от старожилов это все слышал, там из поколения, да, передается из поколения в поколение. Кто делал вот такие ходы, даже под Симферополем, я вообще представить себе не могу. Один вот у нас идет с района Петровской Балки, где кладбище возле улицы Воровская выходит, улица Сергеева-Ценского, потом в район площади Ленина выходит. Вот такой длиннющий ход. Это сколько надо было грунта изъять, чтобы такой ход прорыть. Потом у нас пещера Верная такая есть, возле Дубков села. Раньше она была, сейчас ее вообще ни на одной карте не найдете, этой пещеры Крыма, вообще. А она была обозначена? Она была обозначена была. на старых картах. Она не на одной новой карте, ее уже нет вообще. Интересный факт. Вообще, я искал, нигде ее нет уже. Там застройка, дачные массивы, все. Понятно, уже закрыли. А старожилы говорили, вот мы в нее заходили, и зайдя в нее, можно было выйти очень далеко, аж в районе Неаполя Скифского. Вот, это же какой протяженности эти туннели. Под городом Симферополем, под столицей Крыма, кто это все строил? Вот, понимаешь? Я могу рассказать археологию этих туннелей, но гипотезу, естественно. Ну, да, да. Гипотеза такая, что во время Дарданового потопа, возможно и более поздних потопов, рельеф Крыма был совершенно другой, нежели сейчас. То есть вот те яллы, горы плоские, Да, которые, да, да. это нанос глины, донных отложений огромной волной, которая просто нанесла на Крым толстенных слой вот этих донных сейчас, которые... Ну, известняк там, да, мармаровидный. Так вот, глина, по сути, так которая вот, приехала. да, многие в начале все дома были либо затоплены на побережье, либо замыты на центральной части Крыма, то есть которые не утонули под водой. И жители, которые остались, или вероятнее всего даже не остались, а пришли, заселили с незатопленных территорий, глина была мягкая. И вот, например, одно из моих любимых мест силы, это вот Эскикермен, там, где 9-ю роту снимали. Сейчас там тусуются эзотерики, энергеты, они почему-то чувствуют там какой-то источник энергии, мне люди говорили. И действительно, я там сам испытываю какое-то ощущение взлетности, такое вот какое-то, ну, странное ощущение испытываешь там. Так вот, люди просто рыли не в твердой породе, а ковыряли вот эту мягкую глину, вероятнее всего докапываясь до домов, где можно было какую-то утварь забрать, что-то. То есть, скажем, такое послепотопное мародерство своего рода. Или какие-то дома откопать, заселить, потому что дома-то надо было строить заново. Старые античные дома, они там под глиной внизу. Там что-то ценное осталось, поэтому древние вот расхитители это может объяснять каменные залы в глиняных туннелях, которые там. Так вот, то, что у нас говорит Калтыпин, там неогенный период, сотни миллионов лет, вряд ли. Это более-менее современно, это вот относительно недавно было. Быстрее гораздо происходит. Так вот, если мы берем фактически глину, если ровным слоем мы ее вот нальем, как в пустыне, Сахаре, например, от жары она потихоньку усыхает и трескается. И вот эти вот ущелья между яллами, это фактически вот трещины, вот это высохшие глины, только гигантских размеров. И вот эти плоские горы яллы, они так и были, их никаким ветром там не стесало, не смыло. Они были уже плюс древние карьеры, явные следы выработки. Да. Вот Бахчисарайский район, там такие вообще горы, что явно это был древний карьер, однозначно.
и под Инкерманом, там, где сейчас карьер, и еще в ряде мест, то есть видно следы. Правильно. И вот цивилизации. вероятнее всего и карьеры, и вот эти туннели длинные могли выкапываться с целью проходки, нахождения что-то вот в этих древних городах. Ну, с целью убежища. Те, которые... Вот, Антон, ты транспортная интересное слово сказал, Транспортная Инкерман. Я как раз тебя хотел спросить, все не мог вспомнить, ты подсказал. Все знают Инкерман современный, до сих пор же выработки идут. И, по-моему, в современной части Инкермана там даже какие-то там базы, хранения, что-то. Но вот есть известная картина «Инкермановские каменоломни 19 века», где уже видны современные технологические следы выработки. То есть там, если ты же Инкерман хорошо знаешь, вот эти, да, да, и вот Ну, это вот то, вопрос. что занесло. И вот вопрос, Вот и я о том Антон, же, да. как, извини, Это как раз в те времена могли выработки и чем делать? Мы же прекрасно понимаем, это были некие пилы, вот нам, и мы когда были в этом Медные Джамушкайских зубилы. каменоломнях, там музей, там вот эти пилы показывают, то, что, ну, пилами можно что-то мягкое пилить. А когда мы приходим в старый именно Инкерман, он немножко дальше находится, мы видим такие же следы современных выработок 19 века и, скорее всего, раньше. Вот немножко про Инкерман расскажи, пожалуйста. Ну а что там рассказывать? Штольни там большие, войну там прятались люди, снаряды хранили, там заводы, производства, госпиталя были. Потом взорвали, там куча жертв была. Они частично взорваны, часть их разрушена, этих штолен, каменоломен. Ну сейчас там кое-где военные базируются там, а часть, естественно, это карьер по добыче этих известняков. Вот. Но не везде можно пролезть, где раньше можно было пролезть. То есть целостность их нарушена, этих штолен. То есть это совсем не то, что было раньше. Вот в чем дело. Особенно после Великой Отечественной войны. Когда повзрывали, там, позасыпали. Потому что это же был узел обороны Севастополя, когда он держался 200 сколько там, 45 дней и ночей. Вот. И там за счет этого они укрывались, оборонялись. Очень была жесть большая там. Такие же туннели со стороны Керчи, да? Есть Аджимушкайские, оружейные. Ну, Керчь это Мамайские, потом еще там каменоломни ближе к Арбатской стрелке есть, там вот тоже очень сложная у них структура. И образование пещер на Четвердаге, где мы лазили, это фактически промывы, вот эти карсты, когда вода уходила, воронки, да, воронки. она просто промывала туннели и Да, уходили оставались вот такие. в море, вода потихоньку сходила. Так вот, по поводу Эскикермена, легенда, там колодец, знаешь, есть, легенда о змее, который приплывал с моря, через этот колодец вылезал в это городище и там какую-то жертву для себя Это не выискивал. только там эта легенда, еще в Успенском монастыре под Бахчисараем такая же легенда. Так вот, вероятнее, были промывы в море, и Да. вот эти змеи-блэки, то, что таврические, Так вот они эти вот, сейчас есть эти... они выходили через Так эти они ходы. сейчас выходят.